Всем привет, это продолжение про трактор МТЗ-80, но перед тем, как я начну это видео, я хотел бы у вас попросить. Более 99% зрителей смотрят мой канал без подписки, поэтому не пропускайте кнопку подписаться, подписывайтесь, оставляйте свои лайки и приятного просмотра. А также для тех, кто еще не знает, что это за трактор, сверху будет ссылочка на видео, в котором я полностью все описал. Смотрите и наслаждайтесь. Ну, как я и обещал, сегодня мы заведем его и покажем вам его в работе. Вот тот самый Геннадий Михайлович, который и проделал эту всю работу. Пробуем. Вчера мы установили компрессор на свое место и залили воду в радиатор. Давление тройка. Может чуть-чуть нагреется, может упадет немножко, но может. Не знаю еще, но должно быть все четко. Устранили течь из-под винта топливного насоса. Сейчас мы его заводили на холодную, но температура сейчас окружающей среды высокая, больше сейчас 20 градусов, поэтому как бы можно считать, что это не на холодную. Вчера мы его заводили, чтобы зарядить аккумуляторы, чтобы прогнать всю систему, потому что он стоял больше месяца. И вот сейчас, как вы видели, с первого раза, почти с полпинка, либо с полпинка, я потом посмотрю на видео, он завелся. Ее не было. Не было, это заводом не предусмотрено. Сейчас надо показать. Я не знаю, может в новых и предусмотрено, но в этом вроде старом не было, потому что тут все прорезалось, растачивалось, делалось. Ну, в общем, все так. Кабина, можно сказать, новая вся. Все вырезалось, а ничего не было. Двери снимали, все было. Все сгнило, не было ничего. Ну как сгнило? Относительно, но решил я сам сварщик все это. Думаю, сделаю по-человечески, пусть будет. Расширил на аккумуляторы ящик, потому что 190 аккумулятор не входил, он сюда не входит. Я расширил, сейчас свободно становится, вопросов никаких. Что еще? Передний мост разбирался,
двигатель делался, капиталка была. Так. Восстанавливались двери, восстанавливалась проводка, гидравлика, все смотрелось, все перебиралось. Радиаторы новые, можно сказать, перебирали все. Колонка, обычная колонка, но вроде крутится нормально, все хорошо. Ну а так, делалось, как себе, вот и все, что я старался сохранить, чтобы было все как в оригинале. Ну не знаю, получилось, нет, но вам судить. Тройка, видишь, нагрелся. Ну еще температуры нету. Да, температура долго будет. Вчера вот он поработал сколько? Час, да? До 40, под 50 где-то. Вот не, есть связь, когда глушишь, стрелка падает. Ну, конечно, еще ушел по тарабану. Я думаю, мне не стыдно будет. Отец мой бы радовался бы этому, конечно. Все, глушим. Пока так. Ну а сейчас мы переместимся в вечер, чтобы показать вам, как работает цвет, как работают разные поворотники, как они моргают и такие вот мелочи. Так что погнали. Ну что, вот мы и вернулись в вечер. Давайте снова его заведем и посмотрим, как работают разные осветительные приборы. Панель работает, все отлично. Я так думаю. А покажите, как вы включили еще этот плафон. Ну вот он, все, вот видишь, под плафон. Работает подсветка, как положено, как в автомобиле. А подождите, подсветка. Ну да. Что еще врубить, я не знаю. Аварийка срабатывает, это друзья. Там все подсветка. А здесь это уровень топлива, да, как бы. Ну здесь то прям вообще огонь горит, правда? Ну конечно, согласен, все перебиралось, там оргстекло стояло, поломанное, все такое, ну по-новому все вырезалось, как бы четко. Это аварийка работает. Все как. Ну все как. Ну включите тот еще плафон, пусть будет. Так, да, чтобы атмосфернее было. Ну да. Передать это все, правда? Ну конечно, все шикарно. Ты вообще сидишь как в автомобиле. Шикарно вообще, цивильно. Ну что, будем заводиться, включать всю вот эту, да? Ну да, наверное. Вот. Сейчас, подождите. Это ближний. А, поворотники. Это дальний свет сейчас. Подсветка номера четенькая даже. Ручник, все работает, тормоза, все работает, как бы вопросов никаких нет. Тут по электрике все супер. Все идеально. Я считаю, что трактор соответствует всем техосмотр, не вопрос. Щетки работают, печка работает, ручник работает, включается, срабатывает, все отлично. А дорого вообще на него техосмотр пройти? Да нет, у нас, наверное, ерунда. Да? Ну, конечно, я думаю, это же не надо
надо платить госпошлину за дороги для тракторов, это у нас А. существует. Да. Все, я понял. Это чисто так, формальность. Это сейчас дальний горит? Нет, это ближний. Дальний год. Опа. Ну реально, чтобы еще там не было вот этой, ну, циркулярка, чтобы не стояла, было бы видно. Да. Да, вот видишь, даже контрольная лампочка, если включается мигалка. А это для мигалки, да, вы вывели? Ну я так сам придумал это вот, потому что тут я не знаю, что это стояло. А, было отверстие уже просверленное? Да, я так подумал, как бы под мигалку желтая лампочка, и мигалка желтая. Вот. Дальше сигнал покажите. Все, супер. А, это лампочка. Это лампочка, зарядка. Не то, что там. Дальше это. А, это поворотник. Да. Видишь, контролька на поворотнике работает. Оп. Право, влево, вот, видишь. Это поворот. О, А это? это вот ручник. Оп, видишь? Да. Вот, я затянул его. Аварийка, все, вот. Опа. Знаешь? Работает аварийка, все. Я говорю, что еще раз, я думаю, мой отец был бы рад, если бы он был живой и все вот это видел, конечно, было бы очень прекрасно. Как вы можете видеть, все работает, все моргает. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Я надеюсь, что еще получится заснять много интересных видео и про этот трактор, и про другую сельхозтехнику, и вообще технику. Поэтому не пропускайте, подписывайтесь и ставьте большой палец вверх. Всем пока-пока.